Всем привет, друзья! В этом выпуске мы будем с вами говорить о таком интересном приборе, как холодильник. Я постараюсь вам максимально лаконично объяснить, что это вообще за прибор, как и где их используют и зачем он вообще нужен. Поехали! Проще говоря, холодильник представляет собой стеклянный сосуд, который состоит из двух трубок. Одна внешняя трубка, другая внутренняя. Соответственно, по внутренней трубке идет пар той жидкости, которая конденсируется, а по внешней трубке теплоноситель, для примера дистиллированная вода или хладагент. В зависимости от способа применения различают следующие типы холодильников. Прямой или нисходящий холодильник. Он используется для конденсирования пара и отвода полученного конденсата из реакционной системы. Сбор конденсата ведется в специальную колбу-приемник. Обратный холодильник также используется для конденсирования пара, но в отличие от прямого холодильника, полученный конденсат возвращается обратно в реакционную систему. Обычно такие холодильники устанавливаются вертикально. Холодильники торговой марки Eximlab представлены в трех видах: шариковый, спиральный и прямой. Спиральный холодильник, также называемый как змеевиковый холодильник или холодильник Грэхэма. Внутренняя трубка данного холодильника выполнена в форме спирали, по которой идет пар конденсируемой жидкости. Данный вид холодильников никогда не используется как обратный, так как конденсат, который стекает по внутренней трубке данного холодильника, может выкинуться из него, и это может привести к несчастному случаю, что очень опасно. Но в свою очередь такой холодильник змеевиковый, который установлен вертикально, очень эффективен при использовании его как нисходящего, особенно для низкокипящих жидкостей. Прямой холодильник или холодильник Либиха. В данном случае внутренняя трубка обычная, простая, прямая. Сразу стоит сказать, что такой холодильник используется преимущественно как нисходящий при температуре пара до 160 градусов. И его крайне неэффективно использовать как обратный, так как имеет он малую поверхность охлаждения и также ламинарное течение паров. То есть такое течение, при котором пар перемещается слоями, без перемешивания и пульсаций. А теперь пришла очередь самого большого испытуемого. Это шариковый холодильник или холодильник Аллена. Не стоит его путать с холодильником на шару. Сразу стоит сказать, что внутренняя трубка данного холодильника выполнена в виде соединенных шариков. Соответственно, поэтому и название. И такой холодильник используется только как обратный, потому что ток пара в этом холодильнике из-за его формы внутренней трубки происходит по турбулентной схеме. Соответственно, охлаждающая способность такого холодильника в несколько раз выше, чем у предыдущего холодильника Либиха. Все сосуды выполнены из стекла марки ХС, химически стойкого, и производятся в соответствии с техническими условиями. Более подробно вы можете ознакомиться с документацией на нашем сайте eximlab.ua в разделе «Сертификация». Все эти холодильники используют для отделения растворителей из реакционной среды, для разделения смесей жидкостей на компоненты и для очистки этих же жидкостей перегонкой. Холодильники применяются не только при проведении лабораторных опытов, а и в промышленности и медицине, а в особенности их часто используют для изготовления качественного домашнего алкоголя. Все холодильники торговой марки Eximlab отличаются высоким качеством как исполнения, так и материалов, с которых они сделаны, и за это высоко оценены нашими крупными партнерами.